Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like. Примерно так выглядит мой сбор чемоданов. Хаос полнейший. На самом деле я уже собрала почти весь чемодан. Один из. У меня в таких пакетиках обувь лежит. И вот в таких органайзерах одежда и всякие там, не знаю, носки, белье. Тут тоже обувь какая-то лежит. Тут у меня все заполнено духами. Я не готова прощаться с духами. Тут у меня кейс с украшениями. Очень удобно, кстати. Всякое тут напихано. Кстати, одежду я скручиваю рулетиками. И это супер удобно. Я раньше смотрела, думала, блин, ну фигня какая-то. Какая разница, что рулетиком сложить, что просто стопочкой. Не, нифига. Реально рулетики, они как-то сильнее утрамбовываются, что ли. Плюс ты еще их вот такие кейсы кладешь. Они еще сильнее утрамбовываются. Ну, в целом выглядит как-то эстетично. Надеюсь, он у меня закроется. Короче, тут еще на самом деле собирать и собирать. Так, дальше у нас будет еще вот этот чемодан. Но его только предстоит собрать. Уф. Дома, конечно, полный хаос. Но что поделать. Ох, какая вода хорошая. Но я уже не успею сегодня искупаться. Надо собираться. Ну что, мы уже в лаунже, в Бодруме. Так здесь все выглядит. Тут наша кошка. Кошки не видно, но она там. О, какие глазки. Маленькая. Я единственное переживаю, что она не сходила в туалет. Ну и мы ее не кормили специально за часа 4. Но в туалет она при нас не ходила. Замуж на улицу сходила, но... Ладно, если что, у нее есть там пеленки. Но вообще говорят, что кошки более терпеливые, в отличие от собак. Покажу, чем тут кормят. Яблоки, орешки, сухофрукты. Такая выпечка, сори. Супы, чаи. Ну, в целом, и все. Ну что, у нас задерживается рейс. У нас должен был быть вылет на 0:15. Сейчас уже перенесли на час. И не факт, что мы еще в час вылетим. У нас пересадка где-то в районе 6 часов. Конечно, надеемся, что не будут переносить рейс на 6 часов. Но какие-то такие тревожные звоночки. Как-то так. Поэтому все еще сидим бодро и ждем. Долетели до Стамбула. Короче, мы едем. Лень идти. Все равно некуда спешить. Стамбульский аэропорт новый. Это просто что-то с чем-то. Он огромный, но он такой красивый. Ну, красивый, наверное, только в International аэропорте. Потому что в Доместике там один графинка, это все, что там есть. Там вообще не разгуляться. И какие-то сухие пончики сдают за кучу денег. Есть такое. Пошли в лаунж, который,
даже не знаю, как он называется еще. Вот это AJ. Не знаю, как он правильно называется. Подожди, это тут можно оставить. Багаж давай оставим. Пошли? Так, сейчас поснимаем, что тут есть интересного. Обезьяна. Какие-то инсталляции с заляпанным стеклом. Пошли, сядем. Пошли. Пошли бар сразу. А где бар? Блин, такие ароматы здесь. Почему-то пахнет стиральным порошком. Бильярд. У нас кофеечек. А, они моют эти ковры. Вот почему пахнет порошочком. Ладно, здесь искать, потом там перейдем, а я пойду покажу. Ну давай здесь пока. Так, у кошки полет нормальный. Ты как? Тебе еще часов 8-9 терпеть надо будет. Я тебе сейчас водичку куплю. Попьешь. Так, ну здесь уже меню должно быть разнообразней. Ой, что это здесь? Это запеканка, что ли? Скрэмбл. Шикшука. Все? Так. Да быть того не может. Прикольно тут внезапно девушка играет. С добрым утром называется. Мы все еще сидим. Сейчас сколько там? Вот столько-то. Ясное солнышко, рассветное. Ласково нас разбудило. На самом деле я не спала. Я выпила 5 чашек кофе. Мои отекшие ноги. Нас, короче, рейс задержали на очередной час. Короче, сидим, ждем, лежим, спим. Скучно, на самом деле, ужасно. Весь ТикТок уже пересмотрела. Короче, у нас очередные приключения. Мы уже сели в самолет, но мы почти на него опоздали. Причем мы сидели, ждали пересадку. 5 часов, 6 даже. Ну вот, мы уже смотрим 8 часов, думаем, ну, пора уже, наверное, собираться. И смотрим, уже началась посадка. У нас был гейт D8, я смотрю, что гейты D находятся как раз за углом. Думаю, ну что там идти, как бы за угол свернул и все, ты на месте. Ни хрена. Мы, короче, выходим. Прошли, наверное, минуты 2. Проходим мимо очередного табло, где показана информация о рейсах. И там написано «Last call». То есть в сумме прошло минуты 3. После того, как началась посадка, мы вышли и увидели следующую информацию, что уже last call. Когда мы увидели, что gate D это как бы еще ничего не значит, потому что у нас было D8, а D8 находится в другом крыле. Блин, мы просто как сиганули, потому что опоздать сейчас на рейс. Ну, это было бы вообще просто катастрофа. Бежали, просто все мокрые. Короче, приходим, а там, блин, очередь стоит. Просто километровая. Я не знаю, что у них там произошло с этим таблом, но, блин, потрепали они нам нервы здорово.
Прилетели, наконец-то. Сейчас садимся в таксишку. Кстати, такси прикольно выглядит. Испания. Блин, прикольно, мы сейчас в пэтшопе, и тут можно прям сразу же на месте сделать прикольную гравировку. Брелочек на ошейник. Обалдеть. Класс. Мы выпустили кракена. Мы тут купили, сейчас быстренько сбегали лакашки, лоток. Короче, давайте я сделаю тоже рум-тур быстренько. Заходим. Попадаем в кухню. Я, если честно, сама еще ничего не видела, что тут есть. Наверное, холодос. О, фильтр. Вот так здесь воду пьют. Фильтр. Значит, из крана не питьевая идет. Стиралка-сушилка. Крыска. Телек есть. Что тут? Тут неинтересно. Так, идем по коридору. У нас здесь душевая. Так, тут типа детская, рабочая зона. Ну, Глеб тут работать будет. Тоже неинтересно. О, что тут? Гардероб. Здесь еще санузел. Здесь уже ванна есть такая маленькая, но я рада и такой. В Барселоне ванны редкость, поэтому... Свет открыть можно, да? Да, все открывается. Тут ребята, короче, мы пришли. Тут что? Тоже гардероб. Ребята пришли, подкрашивали. Вот, поэтому эти пятна исчезнут. Сейчас краска высохнет и будет вроде окей. Надеюсь. Выглядит странно. Ну ладно. Ну, собственно, спальня. Но самое интересное, во-первых, офигенные, да, окна такие. И та-да-дам, прямо из окна. Мы, короче, вышли, пока Лео корм покупали. Из подъезда, идешь по улице, и все, вот эта с оградой, она просто, вот она стоит, вот просто вот за углом. Кошка. Ну, молодец вообще, вынесла полет просто бесподобно. Упала. Все. Весь полет лежала. Так, кажется, ей нравится. О, уже паутины где-то набрала. На усах паутина. Угу. Такие тут приключения у нас. Даже такой маленькой улочке, где просто метр на метр стоят деревья. Очень красиво, чисто. Где бы я не понял. Вот. Ну, бычки валяются, правда. Я думала, это кошка, а это птица какая-то. Он крякает. Технически Лео можно нам сказать. Ну, я думала, она размером с Лео. Так, подожди, так это голубь. Это... Нет, это не голубь, я рядом. Подожди, а кто? А там, тут же попугаи, подожди, живут. Если я не ошибаюсь. Да, в Испании, по-моему, попугаи вот прям вот как голуби у нас. Ну, вон сидит. Где? Это тряпка. Я сейчас найду ее. Где ты крякаешь? Везде. Да, Это у нас так. очень сильно пахнет мочой, прям вот санины такой. В смысле, у нас везде пахнет. Ну, в смысле, я имею в виду в районе. Красота.
А мы знаете, что делаем? Первым делом приехали в Испанию. Нет бы пойти паэлью пожрать, там какого-нибудь хамона. Мы идем, блин, суши жрать. Так, первая партия вкусняшек пришла. Кстати, вот это прикольная вода такая. Она немножко кисленькая и сладенькая. Блин, аромат волшебный. Я себе заказала рис с какими-то морепродуктами и вот этой вот сушеной рыбой. Я не знаю, как это правильно называется, но это вроде рыбка тертая. Нам принесли еще одну порцию, но, к сожалению, это безумно вкусно, но слишком много, я уже наелась. И, блин, как это съесть? Ну, естественно, даже без мочи в японском-то ресторане. Блин, они такие. Я с клубничкой взяла. Кайф. Тут гуляем. Все еще покушали так плотно, что аж плохо немножко. А вот эти знаменитые дома Гауди. Ну, а мы туда еще вернемся. Сейчас мы хотим себе сим-карту купить, а то как-то без связи, без интернета. Не очень прикольно. Кстати, обратите внимание на плитку. Она вся сделана узорами морского дна. Всякие ракушки там. Что еще? Не вижу, сама иду. Рыбки, звездочки. И все, закончилось. Все, мы купили сим-карту. Ходим довольные. Блин, тут вообще класс. Смотри. Да. Пошли. А, тут опять пахнет чем-то не очень хорошим. Блин, обалдеть, смотрите, в какой мы магазин зашли. Все по комиксам. Блин, вот этот Джокер, он тупо с моего роста. Вау. Детализация. Вау. А вот и знаменитые барселонские тараканы. Если что, то размер у него действительно гигантский. Надеюсь, он не летает.